Привет! Чедымский массив расположен на севере-востоке Абхазии, параллельно главному Кавказскому хребту. И, несмотря на относительную близость к Сухуму, туда очень сложно попасть, и это остается одним из самых труднодоступных регионов страны. И сегодня я вам расскажу про поход на Чедымский массив. Мы начали наш путь в Туле и спустя сутки оказались в Сухуме. Там нас ждал автомобиль, на котором нам предстояло проделать более 30 километров пути в течение 4 часов. Это был ЗИЛ-131 в кузове лесовоз, и это была самая экзотичная поездка в моей жизни. Первые дни пути были очень утомительными, и мы шли через очень густой лес в сторону горы Чедым, и лишь изредка кроны деревьев открывали вид нам на Чедымский массив. Мы переночевали у горной реки и продолжили путь. К середине второго дня мы вышли на Альпику. Альпика – это высота, на которой перестают расти деревья, а на их место приходят кустарники, рододендроны и трава. На Кавказе высота Альпики начинается от 2000 метров. Нам предстояло преодолеть перевал Герванта. Высота этого перевала 2550 метров, и подъем занял у нас 3 часа. Но когда мы поднялись наверх, мы увидели гору Чедым и гору Пшиш вдалеке, которая находится, кстати, на границе с Россией. О! Немного спустившись с перевала, мы разбили лагерь. На северном склоне горы местами лежал снег, и утром мы устроили соревнования по бобслею и скоростному спуску.
главное, чтобы трассу подстраиваемся! Мы продолжили наш путь, и этот день был первым сложным испытанием на маршруте. Нам предстояло преодолеть перевал и спуститься к озеру Аанан, он же Анна. Этот подъем занял у нас 4 часа, и усложняла его сильная жара и солнце в зените. Кстати, глубина этого озера достигает 43 метров. Мы зарядились чечевичным супом, переночевали, отдохнули и на следующий день выдвинулись дальше. Нашей точкой на этот день был водопад на реке Мцра. Там мы планировали остаться на полудневку, накупаться, отдохнуть, в общем, классно провести время. С разгона! Утром мы выдвинулись вверх по реке к высокогорному озеру Мицара, и сверху нам открылся вид на всю долину Чедымского массива. Дальше мы спустились по перевалу Поперечный, устроили там небольшой отдых, и если погода в прошлые дни нас радовала, несмотря на жару, хотя бы было сухо, то в этот день все изменилось, и нас накрыло грозовой фронт. Всю ночь этот грозовой фронт ходил вокруг нас и кидался молниями.
Следующий день я считаю самым сложным днем похода, потому что мы весь день провели в облаках, не было ни одного ориентира, за что было бы зацепиться глазу. Мы шли под проливным дождем, немного потерялись, стояли, в общем, 40 минут на одном месте. За весь день мы прошли 16 километров. При этом с Альпики мы спустились в лес и потом поднялись снова в Альпику к подножью горы Дзыхва. Эти 16 километров мы прошли за 10 часов и пришли затемно. Михалка, весь день льет дождь. Чедымский массив мне запомнился своей дикостью, огромными просторами, массивностью, отсутствием людей. И очень забавно, что большую часть времени мы были ближе к российской границе, чем к Черноморскому побережью Абхазии. И в одной из ночевок мы видели те горы, которые мы видели в прошлом году в походе в Архызе. Абхазия очень великолепный и красивый регион, и я был очень рад пройти по этим безлюдным тропам. И я надеюсь, вам понравилось. Большое спасибо за поддержку. Пока.